Всем привет! Сегодня мы с вами наконец-то помигаем светодиодами. Но не просто так, а по-умному, в рамках вполне себе прикладной айтишной задачи. Поехали! История такая. Обратился ко мне подписчик с просьбой спроектировать, запрограммировать и изготовить для него устройство, которое по своим функциям было бы похоже вот на такую панель. Кто занимается IT, знает, что это бэкплейн от дискового массива. Штука, к которой подключаются жесткие диски и которая помимо распределения питания еще и отображает их текущее состояние. Понятно, когда у вас много дисков, вам будет полезно видеть состояние каждого из них. И довольно часто технически подкованные граждане собирают себе домашние серваки с рейдами для умного дома или своих веб-ресурсов, файлообменников и для чего только не. Благо, на вторичном рынке всяких рейд-контроллеров в избытке, да и некоторые материнки это дело поддерживают. Но при этом сами дисковые корзины покупать никакой необходимости нет, да и нерационально это. А вот индикацию иметь хотелось бы. Так что задача была поставлена следующим образом. Железяка должна отображать состояние 4 дисков, а именно для каждого диска должна быть индикация активности, ошибки и идентификации. Должна быть максимально простой и экономичной, поддерживать обмен с контроллером через SGPIO и I2C. Кроме того, нужно предусмотреть компоновку этих девайсов в стэк. И нужно, чтобы 4 таких панели умещалось в стандартный слот 3-дюймового дисковода. Задача показалась мне крайне интересной, я люблю ковырять какие-то новые для меня протоколы, да и железка выглядела не слишком сложной. К тому же не было никаких ограничений по срокам. В общем, идеальное предложение. Подписчик любезно предоставил мне контроллер для тестирования и реверс-инжиниринга, и я приступил. С протоколом SGPIO оказалось все очень просто. Он хорошо описан и никаких особенных сложностей у меня не вызвал. Единственное, что тут стоит отметить, что последний третий информационный бит от последнего диска передается в начале следующего фрейма. То есть идет 3 раза по 3 бита от первых 3 дисков, потом 2 бита от 4-го диска, а потом конкретно в этом контроллере сделано так, что до конца кадра идет тишина и последний бит в самом начале следующего кадра. Немного не очевидно, но проблем никаких нет, кодится это запросто. В общем, если возникнет необходимость, вы без труда разберетесь. А вот с I2C пришлось изрядно повозиться. Я не знал, как он работает, и надеялся, что там будет тот же SGPIO, только завернутый в I2C. Но все оказалось несколько сложнее. Выяснилось, что это SES, который сам по себе является подмножеством протокола SCSI, завернутый в SEMP, который в свою очередь соответствует протоколу IPMB, или он же в документах встречается под аббревиатурой IPMI. Наиболее подробно про SEMP можно почитать в спецификации Serial ATA. Я все эти буквы говорю не потому, что выпендриваюсь, а на случай, если вдруг кому-то это дело понадобится, чтобы вы знали, что гуглить, потому что найти это все оказалось довольно непросто. Так что несколько вечеров перестали быть томными, но в итоге я это дело раскурил, анализатором перехватил обмен контроллера с оригинальной панелью и расписал все в табличке, ссылочку на которую я оставлю в описании ролика. Все остальное уже было делом техники. По коду я не буду в этот раз долго рассказывать, практика показала, что эти места в роликах обычно проматывают. Тут только стоит обратить внимание вот на этот атрибут. Я для простоты и красоты расписал все протоколы через структуры, и чтобы компилятор их не выравнивал, а по умолчанию обычно компиляторы выравнивают размер всех структур до кратного 2 или 4 байтам, добавляя лишние пустые байты. Так вот, чтобы этого не происходило, надо добавлять в объявление структуры вот такой атрибут. В общем, кто когда-либо пытался сериализовать структуры, тот об этом знает. Не забывайте о такой штуке. Ну и еще тут пара хитростей из DMA и I2C. Кому интересно, ссылку на проект я оставлю в описании. Прошивка заняла 17 килобайт из 32. Написано это дело на CubeHAL. Ничего выдающегося, чем можно было бы блеснуть, тут нет, так что перейдем к схеме. Схема тоже простецкая. Я решил делать на микроконтроллере STM32F070 на его 20-ногой версии. У меня был небольшой их запасик, но даже сейчас они вполне доступны и бюджетны. Выводов для такой задачи с трудом, но хватает. I2C есть, ACP есть, 32 кило флеша, 6 кило оперативки. Есть небольшие излишества типа USB и UART, которые в этом девайсе не будут использоваться. И можно, кстати, извернуться и взять версию 0.30. Там этого всего поменьше, и он слегка подешевле. Но это имеет смысл только при массовом производстве, так что я возьму то, что у меня есть. Питаться будем от 5 вольт Molex или от разъема питания флоппи. Дальше предохранитель, LDO-шка. Опять поставил мощную, потому что в целях экономии предполагается, что при объединении нескольких плат в стэк схема питания будет распаяна только на одной из них, а остальные уже будут запитываться от нее. Дальше фильтр по питанию, немного избыточный, но опять же не обязательно все запаивать.
Разъемы интерфейсов, тут их два, как и на брендовой плате. Кстати, кто-нибудь знает, что это за разъем для I2C? Похоже вот на такой, но та часть, которая на плате, немного отличается. В любом случае, места у нас на плате мало, так что я решил вместо этого хитрого разъема использовать обычный угловой хедер на 2,54 мм. Boot сделал на всякий случай. Ресет у нас будет сквозной, сразу на все платы в стеке. Хедер программирования, понятно, для прошивки обновлений. Из-за того, что все пины заняты, обновлять можно будет только выставив режим подключения в Connect Under Reset. И джамперы выбора интерфейса и адреса, об этом расскажу позже. Светодиоды организованы в матрицу 4×3, соответственно, по количеству дисков и по количеству индикаторов на каждый диск. Тоже все очень просто, по одному транзистору на каждый ряд диодов. Все управляется положительными импульсами, не надо никаких инверсий. Притягиваем нужный ряд к земле и на выходы контроллера даем состояние индикаторов для этого ряда, то есть для этого диска. Потом следующий ряд, следующий, и все это дело в цикле. Да, каждый диод каждого диска горит только четверть времени, но на хорошей частоте это даже на камеру не особенно заметно. Резисторы я подобрал вот такие, они дают примерно одинаковую яркость для диодов своих цветов. Активность у нас тут будет представлена зеленым диодом, ошибка само собой красным, а идентификация синим. Вообще для подобных задач есть куча всяких дешифраторов и даже специальная серия чипов управления светодиодами. Вот этот, например, управляет аж 12 светодиодами всего по 4 линиям, чередуя их активность и полярность. Но поскольку задача была сделать максимально просто и бюджетно, то куда уж проще, чем 4 транзистора по 68 копеек и 7 резисторов по 44 копейки. Элементов в схеме минимум, все подтяжки у нас есть со стороны контроллера, но на всякий случай дополнительные подтяжки я сделал и на стороне панели, средствами МК. Ну и, наконец, сама плата. Сделал ее двухслойной, это не идеально с точки зрения электромагнитных помех и перекрестного влияния, девайс-то все-таки серверный. И тем более, что линии данных управления светодиодами у нас проходят через разрывы в земляном полигоне на втором слое. О том, почему это нехорошо, подробно рассказывается в моем переводе тренинга Рик Хартли. Посмотрите, кому интересно. Но бюджет у нас ограничен, а схемотехника и протоколы позволяют выставить фронты сигналов на минимальную скорость нарастания. Так что 2 слоя, по максимуму капланарная земля рядом с сигнальными дорожками и переходные отверстия в ответственных местах. Должно быть нормально. Разъем интерфейсов, как я уже сказал, у нас будет угловой, но не как тут, а один сразу на оба варианта подключения. Это я, чтобы не заморачиваться, воткнул модель прямого. Сверху, соответственно, будет сайдбенд, который и для SGPIO, и для I2C, а снизу чистый I2C. Получилось вполне компактно и функционально. Разъемы питания тоже угловые. Тут мы ограничены по ширине платы, так что влезают оба разъема. Но у флоппи ширина разъема на кабеле больше ответной части на плате. Так что получается, что припаивать имеет смысл только один из них, иначе флоппи не подключить. Ну или плату надо делать на несколько миллиметров шире, и тогда в 5-е требование я не влезаю. В середине платы хедер мама для перехода питания и ресета на второй этаж, а по бокам такие же, только для соседей по этажу. Настроечных джамперов, как мы видели по схеме, всего 2. Первый для выбора типа интерфейса, соответственно это SGPIO, I2C, либо если перемычка не установлена, то интерфейс выбирается автоматически, в зависимости от настроек RAID-контроллера. Второй джампер для выбора адреса I2C. Кстати, протокол обмена по I2C тут подразумевает режим мультимастера, то есть и контроллер, и панель оба работают и как мастер, и как слейв со своими адресами. При этом у панели может быть несколько стандартных адресов, которые контроллер по очереди опрашивает при инициализации. Вот для выбора одного из этих адресов и нужен этот джампер. Его обслуживает всего одна нога микроконтроллера, и чтобы понять, как это работает, вернемся обратно к схеме. Тут у нас джампер на 4 возможных положения. Если никакие контакты не замкнуты, то на линии Address Select у нас будет 2,2 вольта. Если замкнуты 4 и 3 контакты, то на линии будет 3,3 вольта. Если 3 и 2, то 0 вольт, а если 2 и 1, то 9 и 10 резисторы включаются в параллель, и на делителе между ними и 8 резистором получится 1,1 вольта. Ну а распознать эти состояния на ЦП микроконтроллера не составляет никакого труда. Уверен, что эту схему придумали очень давно, причем люди поумнее меня, но мне она не попадалась, так что если кому-то пригодится, пользуйтесь на здоровье. Вот и все. Как и где я заказывал платы, даже не спрашивайте, было непросто, но все получилось с некоторыми дополнительными издержками на доставку. Но и даже с приключениями вышло заметно дешевле, чем некоторые наши производители делают. Давайте традиционно быстро и дерзко это дело спаяем и приступим к тестированию.
Готово. Собрать надо было 6 штук, и еще одну я, как обычно, спаял для целей тестирования отладки. Теперь испытания. Для тестов я подключил инженерный образец. В нем только ограничивающие резисторы еще не подобраны, так что у диодов разных цветов яркость немного отличается. На готовых платах с этим все норм. После включения или сброса активируется демо-режим для проверки индикаций. Мерцание на камеру небольшое есть, но глазом это не видно никак. Работать будем по CS через I2C, потому что так веселее и интересней. Погнали! Контроллер плату без проблем находит. Тут минутка гордыни. Да. Загрузились и смотрим. Чтобы проверить активность, врублю Crystal Disk. Порядок. Харды у меня подключены к нулевому и третьему кабелям слотов. Эти же диоды и светятся. Теперь управляющий софтина от контроллера. Девайс видится. Рапортует о температуре. Кстати, почему-то на этих чипах она немного получается завышена. Вроде все много раз проверял, и вроде по коду все верно. Видимо, датчик на кристалле расположен не лучшим образом. Включаю идентификацию нулевого. Отлично, теперь третьего. Всю панель целиком. И логический диск. У меня тут собран RAID 1, это зеркало. Полный порядок. Теперь отправлю принудительно третий диск в ошибку. Один из двух зеркальных хардов отвалился, так что теперь массив в критическом состоянии, о чем говорит быстро мигающий диод на нулевом диске. Третий диск в ошибке, поэтому горит постоянно, а идентификация медленно мигает, приглашая нас заменить диск. Если теперь как бы поменять диск и запустить ребилд, то индикация выглядит так. Оба диска по-прежнему в критическом массиве, красный быстро мигает, активность понятна на обоих дисках, и третий диск часто мигает идентификацией, сигнализируя о том, что он ребилдится. Ну что, получилось, как мне кажется, неплохо. Расстояние между верхними и нижними платами в стеке 10 мм, так что все хедеры и джамперы используются низкопрофильные. В таком виде это все и отправляется к заказчику под елочку. Надеюсь, получу от него какие-то кадры работы панели уже непосредственно на том месте, для которого они предназначались. А у меня на этом все. Всех с наступающим. Подписывайтесь, комментируйте и будьте на связи. Небольшое включение из будущего. Заказчик посылку получил и поставил пока что только 2 платы во временную сборку. Но уже на том контроллере, на котором это и будет потом работать. Все в порядке, все завелось, заказчик доволен, и я тоже доволен, что все получилось. Так что я могу с чистой совестью откланяться. Всех еще раз с наступающим, крепчайшего здоровья, берегите себя. Да ну нафиг. Вот так.